Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Любая презентация Chanel у нас с вами, друзья, обычно ассоциируется с фэшн-марафоном недели моды в Париже. Но только не в случае с предсезонным показом, ради которого команда бренда нередко отправляется в путь. Вот и на этот раз предосеннюю коллекцию Pre-Fall 2025 модный мир увидел в Китае. В отсутствие художественного руководителя на момент создания новой линейки креативная студия Дома моды самостоятельно принимает решение организовать столь дальнее, но очень увлекательное путешествие на восток. А конкретнее в самый южный город на судоходном Великом канале, столицу одной из китайских провинций Ханчжоу. Город известен своим озером Сиху, которому с 9 века поэты посвящали стихи, художники писали картины, а нынче это одно из популярнейших мест у туристов. Сюда приезжают полюбоваться пейзажами, посетить острова, многочисленные беседки, пагоды, дамбы, мосты, насладиться восхитительным закатом. Но есть и еще одна важная причина выбора этой прекрасной локации. Вдохновением к созданию новой коллекции послужили карамандельские ширмы, самый известный и любимый предмет интерьера великой мадемуазель. Ширмы до сих пор украшают ее апартаменты в Париже. Снятые с петель, они покрывают стены вместо обоев. На одной из таких декоративных ширм можно увидеть художественное изображение живописной красоты Ханчжоу и Западного озера, а также любимой Коко Шанель цветущей камелии. Так что не случайно местом проведения шоу была выбрана эта прекрасная локация со своей потусторонней сказочной атмосферой, куда приглашенных зрителей доставляли на деревянных лодках, украшенных золотыми лотосами. Модное действо устроили в момент наступления сумерек, когда последние лучи солнца скрылись за горизонтом, и все вокруг погрузилось в туманную дымку над тихой зеркальной гладью воды. Из темноты под звучание барабана тангу, традиционного китайского ударного инструмента, на подиум выходили модели, а направленный свет прожектора вызывал ассоциацию с лунной дорожкой. Как вы уже успели заметить, друзья, стартовал показ образов в черном. Длинные в пол и укороченные пальто, атласные и кожаные тренчи, трикотажные двойки, костюмы из твида. В полуночного тона наряды все же изредка прокрадывался цвет. Иногда в виде мятной шелковой подкладки или россыпи сверкающих кристаллов, а иногда в качестве цветных обвесов на сумках. Далее следовали твидовые комплекты из жакета и юбки, которые модели надели поверх тонких лосин и боди с узором, повторяющий мотив рисунка китайской ширмы с дивными садами и птицами. Глянцевый блеск изделий из кожи в модном гардеробе марки Chanel тоже созвучен черной лакированной поверхности карамандельской ширмы, а изящная плессировка сходна со складками веера. В крое одежды каким-то удивительным образом переплелись линии силуэта, характерные именитому французскому дому, и элегантные отсылки к культуре Китая. Постепенно коллекция наполняется цветом, мягко балансируя между нежной пастельной гаммой и более сочными, но достаточно приглушенными красками, дополненными щедрой порцией золота. Помимо традиционного твида, в предосенней линейке найдется немало роскошных вязаных вещей. Есть одежда из денима и отороченные мехом стеганые куртки, которые кто-то из зрителей сравнил с нарядом Снегурочки. Игра текстур, тщательная детализация, изящная вышивка, возводящая одежду в ранг носимых произведений искусства, роскошные украшения, стильная обувь и сумки – здесь много говорит о неутерянном мастерстве и слаженной работе команды модного дома, пусть и без централизованного руководства. Коллекция Pre-Fall 2025 оказалась не просто данью уважения вдохновению Габриэль Шанель. Это словно приглашение совершить путешествие внутрь себя, через границы и сквозь время. На сегодняшний день уже стало известно имя нового креативного директора бренда. Приглашение занять ответственную должность получил дизайнер Матье Блази, который до этого момента, начиная с 2020-го, создавал коллекции для Bottega Veneta. Любопытно, что среди целого списка потенциальных претендентов на руководящий пост, в котором числились Пьер Паоло Пичоли, Эдди Слиман и даже Джон Гальяно, Блази не появлялся до последнего момента. К творческой студии Chanel он присоединится в апреле 2025-го. Так что первую коллекцию его авторства мы увидим, вероятнее всего, лишь следующей осенью в октябре. Надеюсь, ведущему дизайнеру хватит сил, творческих идей и таланта в написании новой главы в истории именитого дома моды. Вместе с вами, друзья, мы будем ждать продолжения увлекательного модного романа Chanel. Приятного просмотра, всем красоты, вдохновения, совершенства и только позитивного.
солнечного настроения!